Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю горячее и вкусное блюдо за 20 минут. Азиатский стир-фрай с говядиной и брокколи. Нежные кусочки промаринованной говядины, хрустящая капуста и болгарский перец в ароматном китайском соусе. Подаю с рассыпчатым рисом. Это идеальное сочетание вкуса. Если вы не знаете, что приготовить на обед или ужин, заходите ко мне на канал. Друзья, если хотите еще больше вкусных идей для обеда или ужина, поддержите это видео лайком и напишите комментарий. Для меня это очень важно. Для рецепта мне понадобится в первую очередь замариную говядину. У меня вот такой кусочек говядины, это плечевая часть. Говядина у меня даже слегка еще была подморожена. Таким образом ее легче будет нарезать. Режу мясо вот такими средними пластинками, обязательно поперек волокон. Друзья, пишите в комментариях, из какой страны вы смотрите мои рецепты. Будет очень интересно почитать. Перекладываю мясо в миску и теперь замариную его. Добавляю 3 столовые ложки соевого соуса. Добавляю 2 ложки кунжутного масла. Если у вас нет кунжутного масла, ничем его не заменяйте. Столовую ложку устричного соуса. Он такой густой. Добавляю чайную ложку сахара. Черный перец. 2 столовые ложки воды. Всыпаю 1 столовую ложку кукурузного крахмала. И теперь добавляю один секретный ингредиент. Для того, чтобы мясо получилось нежным и мягким. Это пол чайной ложки пищевой соды. Хорошо перемешиваю. Сода в мясо – это не ошибка, а маленький кулинарный секрет. Особенно популярный в китайской кухне. Мясо часто маринуют с содой. Благодаря этому оно получается мягким, но не разваренным. Также сода подщелачивает мясо, и оно теряет меньше влаги при жарке. И оставляем мясо мариноваться. Прекрасно подойдет на гарнир рис, поэтому я беру стакан риса, использую я рис жасмин и точно такой же стакан чистой воды. Рис я пересыпаю в миску и хорошо его промою под проточной водой, чтобы вода стала абсолютно прозрачной. Обычно говорят, что надо промыть рис 7 раз. Я сейчас показываю вам, как варится рис именно в Азии, там, где я живу, в частности, во Вьетнаме. Очень важно хорошо промывать рис, тогда он будет не клейкий. Посмотрите, какая получается первая вода. Она вот такая мутная. Я хорошо промыла рис. Посмотрите, вода стала абсолютно прозрачная. Когда моете рис, не надо его сильно тереть, чтобы рисинки не сломались. И сейчас я сливаю все через сито. Перекладываю рис в кастрюлю. Для приготовления риса лучше использовать кастрюлю с толстым дном. Вообще, конечно, в Азии рис обычно варят в рисоварке. Она очень плотно закрыта и получается пар никуда не выходит. Конечно, когда мы используем кастрюлю, у нас вот такие крышки, и в них есть отверстие для выхода пара. Поэтому я беру бамбуковую шпажку и закрываю это отверстие, чтобы пар не выходил. Если у вас выходит пар из кастрюли, вам, конечно, тогда понадобится чуть больше воды. Я же беру из расчета 1 к 1. Заливаю рис чистой водой. Если вы хотите, чтобы у вас получился рис такой, как в Китае, как во Вьетнаме, как в Японии его готовят, готовьте именно по таким пропорциям. И теперь еще один вопрос, который мне задают постоянно. Когда же солить рис? Вообще в Азии рис, когда варят, не солят, потому что всегда рис подают вместе с какими-то соусами, или мясо уже в соусе, или дополнительно идут какие-то соусы. Рыбный соус, соевый соус. Но сегодня я специально рис немного посолю. Вот именно сейчас добавляем соль. Буквально пол чайной ложки. Немного перемешиваю и ставлю кастрюлю на плиту. Довожу до кипения. Как только рис закипел, делаем огонь минимальный и варим его в зависимости от сорта 12-14 минут, не открывая крышку. Для приготовления соуса мне понадобится
В миску добавляю 3 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку кунжутного масла. Если у вас нет кунжутного масла, замените его обычным растительным маслом. Добавляю 1 столовую ложку меда, выдавливаю сок примерно половины лайма. Это будет где-то около 15 мл сока. Можно использовать и лимон. Всыпаю крахмал и добавляю воду. Хорошо все перемешиваю. Заготовка для соуса готова. Капусту брокколи разбираю на небольшие соцветия. Конечно, предварительно я ее уже помыла. Средними кусочками режу чеснок. Имбирь режу полосочками. Среднюю луковицу режу перьями. Не слишком мелко. Также сразу порежу небольшой кусочек болгарского перца. Режу его вот такими полосками. И режу полосками зеленый лук. Белую часть лука я разрезаю вдоль. Можно его вот так еще придавить. Остальную часть разрезаю полосочками. В кипящую воду добавляю немного соли и отправляю отвариваться капусту. С момента забрасывания капусты в кипящую воду варю ее 2-3 минуты, не больше. Она должна оставаться хрустящей. И к тому же мы еще ее будем доготавливать на сковороде вместе с мясом. Капуста у меня буквально вот только закипела, и я ее достаю из воды. У меня прошло примерно 14 минут. Быстро открываю крышку и рис перемешиваю. Огонь выключаю, крышку закрываю и оставляю рис под закрытой крышкой примерно на 10 минут. И он будет уже полностью готов. Разогреваю сковородку. Наливаю растительное масло. Мясо хорошо промариновалось, и сейчас его обжариваем на сковороде. Говядина готовится очень быстро. Буквально обжариваем со всех сторон, чтобы мясо поменяло свой цвет и стало чуть-чуть таким румяным. И благодаря маринаду оно получается невероятно нежное и мягкое. Готовлю мясо на большом огне, все время помешивая. Мясо обжарилось и уже начало слегка карамелизироваться. Теперь я его немного сдвигаю в сторону. Огонь делаю чуть тише. Добавляю небольшое количество растительного масла. Отправляю обжариваться имбирь и чеснок. Мне надо, чтобы пошел такой очень приятный аромат. Перемешиваю с мясом. Добавляю репчатый лук, также его слегка обжариваю. А кстати, вы знаете, что обозначает стир-фрай? Это кулинарный термин, который пришел именно из китайской кухни и обычно переводится как обжаривание с помешиванием. То есть еду готовят очень быстро, помешивая все в сковороде. Теперь вливаю соус, немного его перемешиваю, так как внизу всегда оседает крахмал. Огонь делаю тише. Процесс приготовления очень быстрый. Добавляю отваренную капусту брокколи, болгарский перец, перемешиваю, прогреваю капусту в этом соусе. Ну и чтобы сам болгарский перец стал тоже чуть-чуть мягче. Вообще, конечно, в азиатской кухне все овощи должны быть хрустящими. Буквально прогреваю все пару минут и добавляю зеленый лук. Перемешиваю. Все готово. Сковородку снимаем с плиты. И вот такой великолепный рассыпчатый рис получился.
Получился просто великолепный обед в азиатском стиле. Нежная, очень мягкая говядина, капуста, брокколи и, конечно, рассыпчатый рис. Рекомендую приготовить и попробовать. Это лучше, чем в любом ресторане. Друзья, надеюсь, сегодняшнее меню вам понравилось. Если да, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня», чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!